Здравствуйте, мои уважаемые! Добро пожаловать на наш мудрый канал «Вся мудрость жизни». И сегодня мы погрузимся в тему, которая касается каждого из нас. Ведь в мире, где каждый стремится быть услышанным, есть особенная категория людей, которым не стоит что-либо доказывать. Так давайте же разберемся, как же сохранить гармонию и уважение в общении с самыми разными людьми, и узнаем непосредственно, кому же никогда не стоит ничего доказывать и объяснять, и с какими людьми в жизни лучше не спорить, чтобы сохранить и здоровье, и все остальное. И поможет нам в этом философия стоицизма. Стоицизм — это философия, которая учит нас ценить спокойствие и самообладание, признавая, что единственное, что мы можем контролировать, это наши собственные действия и реакции. Одним из ключевых аспектов стоицизма является понимание того, что не всем людям можно что-то доказывать или объяснять. Но кто эти люди и почему с ними бесполезно спорить? Во-первых, это люди, которые не открыты для новых идей или изменений. Они могут быть настолько уверены в своих убеждениях, что любые аргументы или факты, противоречащие их взглядам, будут отвергнуты без раздумий либо восприняты как личное нападение. Это может быть связано с когнитивным диссонансом, психологическим состоянием, при котором человек испытывает дискомфорт от одновременного присутствия двух противоречивых убеждений или идей. Эти люди могут быть настолько привязаны к своим взглядам, что даже несомненные факты и логика не заставят их пересмотреть свои позиции. Во-вторых, есть люди, которые спорят ради спора. Они могут искать не истину, а подтверждение своего превосходства в дебатах. Для них диалог — это соревнование, а не средство достижения взаимопонимания. Стоики бы напомнили нам, что мудрость не в победе в споре, а в понимании своих ограничений и умении слушать. Третья категория — это люди, которые не заинтересованы в обсуждении или обучении. Они могут быть слишком заняты, равнодушны или удовлетворены своим текущим состоянием знаний. Попытки доказать им что-то могут быть восприняты как навязывание и вызвать отторжение. Также стоит выделить еще несколько категорий, с которыми стоики советуют общаться осторожно. Люди, склонные к манипуляциям. Есть люди, которые могут использовать ваши слова против вас или искажать их смысл для достижения собственных целей. Стоики учат, что с такими людьми лучше избегать глубоких философских дискуссий, так как они могут привести к непредсказуемым и нежелательным последствиям. Люди, которые не признают авторитеты. Некоторые люди отвергают любые авторитеты или экспертные мнения, полагаясь исключительно на собственный опыт или интуицию. Попытки доказать что-то таким людям, опираясь на авторитетные источники, могут быть бесполезны. Люди, которые боятся перемен. Существуют люди, которые боятся любых изменений в своей жизни и поэтому сопротивляются новым идеям. Стоицизм учит, что в таких случаях лучше проявить сочувствие и понимание, чем пытаться доказать свою точку зрения. Люди, переживающие стресс или травму. Если человек переживает трудный период, он может быть не в состоянии адекватно воспринимать информацию или рассуждения. Стоики советуют в таких случаях проявлять терпение и доброту, а не пытаться доказывать или убеждать. Люди, у которых сильно отличается система ценностей. Когда у человека коренные различия в системе ценностей, взглядах на мир и жизнь, любые попытки доказать что-то могут привести к конфликту, а не к пониманию. Стоицизм призывает уважать чужие ценности и не настаивать на своей правоте, если это не приносит явной пользы. Стоики советуют нам признавать, что не всегда можно изменить чужое мнение или поведение. Вместо того, чтобы тратить энергию на бесплодные попытки убедить кого-то, лучше сосредоточиться на собственном развитии и самосовершенствовании. Это не означает отказ от диалога, но призыв к более осознанному подходу к общению. В жизни каждого из нас есть моменты, когда мы сталкиваемся с людьми,
которые кажутся непреклонными в своих убеждениях. Например, вы когда-нибудь пытались убедить близкого человека перейти на здоровый образ жизни, но ваши аргументы и доказательства о пользе спорта и правильного питания сталкивались со стеной скептицизма. Или, возможно, вы вели дискуссию о политике, где каждая сторона была настолько уверена в своей правоте, что диалог превратился в бесконечный спор без шанса на взаимопонимание. Эти ситуации демонстрируют, что иногда усилия по изменению чужого мнения могут быть напрасными. Важно уметь распознавать, когда лучше сохранить свою энергию и принять чужую точку зрения как данность, даже если она кардинально отличается от вашей. Это не означает отказ от своих принципов, а скорее признание того, что каждый человек имеет право на собственное мнение. В конце концов, уважение к различиям и способность слушать без предвзятости – это качества, которые помогают нам строить более гармоничные отношения с окружающими. Иногда самый лучший способ влияния на кого-то – это просто быть примером для подражания, демонстрируя свои убеждения через собственные действия и поведение. А иногда мудрее отказаться от попыток доказать свою точку зрения тем, кто не готов ее принять. Вместо этого стоит направить свои усилия на более продуктивные и позитивные взаимодействия. В конечном счете, стоицизм учит нас ценить наше время и энергию и использовать их с умом. Это философия, которая помогает нам строить более понимающие отношения с окружающими, учась быть терпеливыми, внимательными и уважительными к различиям между людьми. Практикуя стоицизм, мы можем научиться быть более счастливыми и удовлетворенными, находя равновесие между выражением себя и уважением к другим. Кроме того, стоицизм подчеркивает важность самопознания. Зная себя, мы можем лучше понять, когда и каким образом стоит вступать в дискуссии. Это помогает нам избегать ситуаций, в которых общение может привести к ненужному стрессу или конфликту. Однако стоит помнить, что стоицизм не призывает нас к полному отказу от общения или выражения своих мыслей. Скорее, он предлагает нам быть более осознанными в наших взаимодействиях, выбирать правильные моменты для диалога и быть готовыми к тому, что иногда наши слова могут быть не услышаны. Общение — это неотъемлемая часть человеческого бытия, и философия предлагает множество подходов для понимания и улучшения этого процесса. Давайте рассмотрим некоторые философские концепции, которые могут обогатить наше взаимодействие с другими. Диалектика — это метод общения, который подчеркивает важность диалога и противопоставления идей для достижения более глубокого понимания. Этот подход помогает раскрыть противоречия и найти синтез между различными точками зрения. Этика общения — философский подход, который акцентирует внимание на моральных аспектах взаимодействия. Он включает в себя уважение к собеседнику, честность, открытость и ответственность за свои слова и действия. Феноменология — направление, которое исследует общение как взаимодействие сознаний. Оно учит нас быть внимательными к переживаниям другого человека и стремиться понять его внутренний мир. Герменевтика — это искусство и теория понимания, особенно текстов и символических выражений. В контексте общения герменевтика напоминает нам о важности интерпретации и понимания контекста, в котором происходит общение. Прагматизм — философский подход, который оценивает идеи и утверждения на основе их практических последствий и полезности. В общении это означает стремление к ясности, эффективности и решению конкретных задач. Экзистенциализм — направление, которое подчеркивает индивидуальную свободу и ответственность. В общении это означает признание уникальности каждого человека и уважение к его выбору и мнению. Конструктивизм — подход, который видит знание не как объективную реальность, а как результат взаимодействия между людьми. В общении это означает признание того, что наши взгляды формируются через диалог и обмен мнениями.
Стоицизм не призывает нас к полному отказу от общения или выражения своих мыслей. Он просто предлагает быть более осознанными в наших взаимодействиях, выбирать правильные моменты для диалога и быть готовыми к тому, что иногда наши слова могут быть не услышаны. Это философия, которая помогает нам строить более гармоничные отношения с окружающими, учась быть терпеливыми, внимательными и уважительными к различиям между людьми. Практикуя стоицизм, мы можем научиться быть более счастливыми и удовлетворенными, находя равновесие между выражением себя и уважением к другим. Необходимо ценить различные точки зрения, стремиться к пониманию, быть открытыми к новым идеям и уважать других людей. Применяя эти принципы, мы можем улучшить не только личные, но и профессиональные отношения, а также способствовать более гармоничному обществу. В заключение хочу сказать, что мудрость стоицизма в общении с людьми заключается в умении распознавать, когда наши слова могут принести пользу, и когда лучше сохранить их для более подходящего случая. Это не означает отказ от своих убеждений или пассивность, а скорее выбор более мирного пути в общении с окружающими. Как вы думаете, есть ли смысл пытаться доказывать что-то тем, кто не готов слушать? Или же мудрость стоицизма подсказывает нам, что иногда лучше сохранить свое спокойствие и двигаться дальше? Поделитесь своими мыслями и опытом в комментариях. Спасибо огромное за просмотр. До новых встреч. Вся мудрость жизни только для вас.